Бессмертник – растение памяти. Он растет там, где земля суха и ветер честный. Его запах – мед и солома, тишина после зноя. Мне близка его стойкость – хранить важное и отпускать лишнее. Всем привет! Меня зовут Алина. Здесь я рассказываю об ароматных растениях, их истории, культурные традиции и психологию их аромата. В конце каждого выпуска делюсь личным опытом о моем взаимодействии с этим растением, мои впечатления и что этот аромат поднимает из подсознания. Бессмертник – удивительное растение. Оно растет там, где, кажется, не выживает никто. На сухих холмах, каменистых склонах, в песчаных степях. И все же именно там, где земля обожжена солнцем и почти лишена влаги, он расцветает золотыми соцветиями, которые не вянут даже после засухи. Название Хелихрисум происходит от греческих слов «хелиос» – солнце и «хрисос» – золото. Золотое солнце – так его называли древние. Если посмотреть на поля бессмертника летом, кажется, будто земля сама вспыхивает светом. Сотни крошечных солнечных дисков держатся на тонких стеблях, улавливая каждый луч. Он известен во многих странах, в Средиземноморье как растение кари, в Восточной Европе как цмин песчаный, во Франции и на Корсике как имартель, вечный цветок, в Южной Африке импефа, трава очищения. И у каждого народа он несет свой смысл. Где-то символ жизни, которая не угасает. Где-то лекарство для тела и духа. А где-то растение, которое соединяет человека с предками и хранит память рода. Есть у него и особенность, из-за которой его так ценили с древности. Срезанные цветки не увядают. Они могут стоять месяцами, годами, сохраняя форму и цвет, будто остановив время. Это качество, не только ботаническое чудо. В символическом смысле оно всегда напоминало людям о бессмертии души, о внутренней стойкости и о том, что свет, даже пройдя сквозь тьму, остается светом. Сегодня под названием «бессмертник» объединяют целый род растений, более 500 видов. И хотя каждый вид имеет свой характер, аромат и место силы, все они несут одну идею – сохраненного света. Энергии, которая не гаснет. И именно поэтому бессмертник стал для многих культур не просто травой, а символом памяти, исцеления и внутреннего обновления. Бессмертник итальянский, Хелихрисум италикум, дитя Средиземноморья. Он растет там, где солнце палит почти круглый год, где ветер пахнет солью и сухими травами. На Корсике, в Провансе, в Южной Италии. В этих местах его знают давно. Целые склоны порой покрыты серебристыми кустиками бессмертника. И когда они цветут, кажется, что горы светятся изнутри, золотым теплым светом, который не гаснет даже после сбора. В античности этот цветок был связан с образом вечной красоты и божественного сияния. Греки называли его «золотым солнцем» – «Хелиос Крison». По легенде, нимфы украшали им волосы и алтари Аполлона, а жрицы Афродиты вплетали сухие цветки в венки, как символ вечной молодости и неизменной любви. На островах Эгейского моря им украшали храмы и надгробия, веря, что золотой цвет бессмертника помогает душе найти дорогу к свету. У римлян этот цветок тоже имел особый статус. Его высушенные корзинки клали в амфоры с благовониями и маслами, чтобы сохранить аромат как можно дольше. Считалось, что бессмертник удерживает запах, не дает ему исчезнуть, и поэтому его добавляли к смолам, в мази, в масла для помазания тела. Именно с этого начинается длинная история его связи с ароматерапией. На Корсике бессмертник называли цветком вечной молодости. Там до сих пор говорят: «Имартель хранит память солнца». Женщины собирали его в полдень, когда солнце в зените.
и высушивали, подвешивая пучки в домах, чтобы они охраняли жилище от темноты и болезни. Запах его особенный, сухой, пряный, немного медовый, со смолистыми и теплыми нотами куркумы, дикого шалфея и старого дерева. Он не сладкий и не цветочный, скорее аромат выжженной земли, которая все равно продолжает жить. В традициях Средиземноморья этот запах считался запахом стойкости и памяти. Им окуривали дома после болезни, добавляли листья в огонь при копчении мяса. Не только ради аромата, но и чтобы очистить воздух. Со временем эта традиция перешла в косметику и парфюмерию. Современные духи с иммортелем всегда несут ноту времени. В них чувствуется что-то древнее, солнечное, теплое, как песок и кожа, прогретое солнцем. Это аромат света, который пережил все. Если в храмах бессмертник был символом света, то на кухнях Средиземноморья он стал его вкусом. Его листья и молодые побеги обладают удивительным ароматом, теплым, чуть смолистым, с нотами карри и дикого шалфея. Поэтому на Корсике, в Тоскане, на юге Франции его и называют растением карри, эрбакари, хотя с самой смесью карри он не связан. В старинных деревнях Тосканы веточки бессмертника клали в тушеное мясо, дичь, овощное рагу. Его добавляли как лавровый лист, ненадолго, чтобы аромат не стал горьким. А на Корсике сушеные листья измельчали и добавляли в колбасы, чтобы подчеркнуть вкус мяса. Так появлялся тонкий горьковато-пряный акцент, запах летней жары, сухой травы и пыли на дороге, ведущей к морю. В некоторых деревнях Франции свежие веточки бессмертника бросали в костер. При копчении мясо пропитывалось дымом с ароматом трав и говорили, что оно наполняется солнцем. Из него делали и напитки. На Сардинии до сих пор можно найти ликер иммортель, настой свежих соцветий на спирте. Он янтарный, чуть горьковатый, и в народе считалось, что он разгоняет тьму в теле, помогает переварить тяжелые впечатления и возвращает легкость после зимы. Иногда цветки добавляли в травяные чаи вместе с розмарином и шалфеем. Такой чай считался очищающим, помогающим осветлить кровь и укрепить сердце. Но использовать его нужно осторожно. Аромат очень сильный и чуть больше пары листьев, способны полностью изменить вкус блюда. Поэтому бессмертник не стал массовой приправой, а остался растением тонкого касания, которое добавляют с уважением, как специю солнца. Если на Средиземноморье бессмертник впитывал жар солнца, то на славянских землях он вобрал терпение земли. Здесь его знают под именем цмин песчаный, хелихризум аренариум, золотистка, сухоцвет, иногда просто бессмертник. Он растет на песчаных откосах, в степях, где дует ветер и мало влаги. Маленькие, тугие желтые корзинки держатся до первых холодов. И даже когда трава вокруг ложится, цмин остается стоять, упрямо как человек, переживший трудную зиму. В старину говорили, где цмин растет, там земля не умирает. Его собирали в июле, во время Петрова поста, когда солнце встает высоко, а воздух наполняется пыльным жаром. Женщины-травницы сушили его в тени, связывая в золотые пучки, и говорили, что он удерживает силу лета на зиму. В народной медицине бессмертник был травой для желудка и печени. Его заваривают до сих пор, как горький чай, который очищает, улучшает пищеварение и помогает при усталости. Он усиливает выработку желчи, снимает спазмы, помогает телу проснуться. Потому в деревнях его пили от тяжести, и после еды, и после горя. Это была трава, которая восстанавливает движение жизни внутри человека. В некоторых регионах России и Украины цмин клали в травяные венки. Их освещали на Ильин день, а потом развешивали под крышей дома, чтобы оберегал от болезней и дурного глаза.
Когда кто-то заболевал, венок опускали в воду, а этой водой умывали лицо. Верили, что так возвращается свет в глаза. Иногда его добавляли и в банные сборы. Пар с бессмертником очищал дыхание, помогал при усталости и болях в теле. Говорили, что после такого пара человек снова чувствует себя живым. Были и поверья, что бессмертник знает имена мертвых. Его клали в руки покойнику, чтобы душа не блуждала, а нашла путь к свету. Отсюда и имя – бессмертник, как символ памяти, цветок, который не вянет и не дает угаснуть тому, что должно сохраниться. В современной фитотерапии цмин песчаный признан официальным лекарственным растением. Входит в фармакопеи России, Польши, Германии. Из его цветков делают препараты фламин, зифлан, используемые при заболеваниях печени и желчного пузыря. Но по сути это все та же народная идея – разбудить внутренний огонь, чтобы жизнь снова потекла свободно. И может быть именно эта сила, тихая, неяркая, но глубокая, соединяет земли, где растет бессмертник. Из одних степей и равнин дорога ведет на юг, туда, где солнце становится ослепительным, а земля хранит память веков. Израиль – не просто регион, а место, где встречаются Восток и Запад, солнце Средиземного моря и дыхание пустыни. Здесь бессмертник обретает иной образ – не аромат тела, а цвет памяти. Кроваво-красный бессмертник – Helichrysum sanguineum. Цветок, выросший из земли, пропитанный историей. Он соединяет боль и свет, тело и душу, землю и небо. Его бархатистые серо-зеленые листья будто покрыты серебристым светом, а цветы ярко-алые, будто огонь в ладонях земли. Когда остальная трава выгорает, эти алые точки все еще держатся, и кажется, что сама земля помнит что-то важное. В Израиле этот цветок называют Дамха Макавим, что значит «кровь Маковеев». Согласно местной легенде, он вырос на местах, где пролилась кровь воинов Маковеев, павших в битве за свободу своего народа. С тех пор бессмертник кроваво-красный стал символом памяти и мужества. Он напоминает, что жизнь продолжается даже после боли, и что память не о смерти, а о стойкости духа. Каждую весну, в день памяти павших солдат Израиля, люди прикалывают к одежде маленький красный цветок. Это израильский аналог мака, но с иным смыслом. Не скорбь, а живая благодарность. В старину местные целители использовали это растение, нечасто и с уважением. Из сухих цветков готовили настои при ранах и ожогах, добавляли в мази, считая, что оно останавливает боль. Но эти сведения относятся к прошлым векам. Сегодня Helichrysum sanguineum находится под охраной. Это редкий эндемик, и собирать его в природе запрещено. Цвет этого бессмертника не просто красный. Это память о пролитой крови, которая дала возможность жить другим. А его стойкость – вера, что свет не исчезает, даже когда проходит через страдания. Он – напоминание, что боль можно пережить, а память превратить в свет. На глубинном уровне бессмертник несет энергию сердца, способность принять прошлое без стыда и горечи. Это не про забвение, а про ясное «да» жизни со всеми ее ранами. На другом конце мира, в Южной Африке, бессмертник растет под другим именем – Импефо, Helichrysum odoratissimum и родственные виды. Это растение знают все, от пастухов до жрецов. Для народа зулусов импефо – священная трава, которой очищают пространство, тело и дух. Ее сушат и сжигают, окуривая дымом жилища, места ритуалов и святыни. Когда дым импефо поднимается в воздух, он имеет особый аромат – теплый, немного сладковато-смолистый. В нем есть земля, древесина и тонкая нота меда. Говорят, что этот дым открывает путь между мирами,
помогает душам услышать друг друга, живым и ушедшим. Перед важными событиями, рождением, браком, похоронами, зулусы обязательно окуривают себя импефо. Это не просто благовоние. Это акт памяти, уважения и связи с предками. Когда дым касается кожи, человек словно заново встраивается в поток рода, вспоминает, кто он и откуда пришел. Целители, сангомы, используют импефо и как лекарство. Отвар из листьев дают при кашле и простуде, вдохе пара, при головной боли и слабости. Сок из свежих листьев капают в ухо при воспалении. Но самое важное действие – успокаивающее и очищающее душу. Его дают тем, кто страдает от тревоги, ночных кошмаров, тем, кто утратил чувство направления. Импефо – это не просто трава, это мост между землей и небом. Она учит уважать огонь и воздух и напоминает, что дыхание может быть молитвой. В ритуале очищения сангома бросает листья в угли, и когда поднимается первый клуб дыма, все присутствующие молчат. Этот момент словно вдох предков. В воздухе ощущается не просто запах травы, а присутствие памяти, живой и светлой. Африканские исследователи пишут, что импефо помогает при кожных воспалениях, ранах и обладает выраженными антибактериальными свойствами. Но для местных жителей его ценность глубже. Он очищает не тело, а связь. Помогает человеку снова чувствовать себя частью мира, в котором все дышит вместе. И если европейцы говорили «бессмертник сохраняет свет», то африканцы говорят «импефо хранит дыхание предков». Если Африка – это земля и дым, то Мадагаскар – это воздух и дыхание. Огромный остров в Индийском океане, оторванный от материка, но связанный с ним через ветер и соль. Здесь все другое. Свет ярче, воздух прозрачнее, а растения будто помнят и Африку, и Восток. На центральных холмах и в высокогорьях Мадагаскара растет удивительный вид бессмертника – Хелихризум гимноцефалум. Местные называют его рамбиозийна. Серебристые листья, мелкие светло-желтые цветки. И аромат, совсем не похожий на привычный медово-пряный иммортель. Когда касаешься веточки рамбиозины, от пальцев поднимается свежесть. Прохладная, эвкалиптовая, словно утренний ветер, в котором есть и горная прозрачность, и дыхание моря. Это другой бессмертник, бессмертник воздуха. На острове говорят, что рамбиозина растет там, где дышит ветер. И действительно, ее можно встретить на открытых склонах, где почти нет тени, но всегда есть движение. Трава, которая живет в потоке, в этом вся ее суть. Местные целители используют рамбиозину в виде отваров и паров. При простудах, усталости, болезнях дыхания. Но смысл глубже. В традиции Мадагаскара дыхание – это жизнь. И потому рамбиозина считалась травой, возвращающей душу в тело. Когда человек болел или терял силы, ему давали вдыхать горячий пар из листьев бессмертника. И говорили, он снова задышал. Есть старая легенда. Говорят, когда-то дух ветра спустился с гор, чтобы найти растение, которое сможет очистить дыхание мира. Он долго искал и, устав, коснулся земли. И на этом месте вырос первый куст рамбиозины. С тех пор ее аромат – это дыхание ветра, которое помнит небо. В обрядах очищения листья рамбиозины бросают в огонь. Дым легкий, почти прозрачный, он не душит, а освежает. Им окуривают жилище после болезни, чтобы вернуть ясность, и говорят: ветер уносит все, что больше не нужно. Современные дистилляторы Мадагаскара получают из нее эфирное масло, одно из самых светлых и чистых. По составу оно богато эвкалиптом и циниолом, поэтому пахнет холодным ветром, чистотой, горной росой. Если иммортель Корсики – это солнце и память, то рамбиозина – ясность и дыхание.
В ароматерапии масло этого бессмертника применяют при простудах, но чаще в эмоциональной работе. Оно помогает, когда мысли запутались, когда усталость накопилась в голове, когда хочется вдохнуть свободно. Не только легкими, но и сознанием. Это аромат, который промывает внутреннее пространство. Он не согревает, а очищает, не удерживает, а отпускает. И кажется, в этом его послание. Нельзя все время держаться за свет. Иногда нужно позволить ему пройти сквозь тебя, как ветер сквозь листья. Мадагаскарский бессмертник – это дыхание между мирами. Он завершает земной цикл рода Хелихрисум. После трав солнца, земли и дыма приходит трава воздуха. Та, что напоминает, жизнь нельзя лишь сохранять. Ее нужно уметь пропускать сквозь себя, через боль, через радость, через дыхание. Тогда она остается живой. На восток от Черного моря, где степи переходят в горы, а горы в пустыни. Бессмертник складчатый Хелихрисум пликатум, а также близкие виды. Встречают уже не как вечный цветок, а как лекарственную траву солнца. В Турции его называют алтын-оту – золотая трава. Также и в Казахстане, и в Средней Азии. Он растет на сухих склонах, между камнями, рядом с тимьяном и полынью. В этих краях с давних времен заваривают золотой чай, настой сухих желтых корзинок бессмертника. Его пьют после еды, для пищеварения, при усталости и тревоге. Но по сути это не просто чай, это маленький ритуал очищения. Он запускает движение энергии в теле, освобождает от застоя и тяжести. В турецкой традиции говорят: золотая трава зажигает солнце внутри желудка. Отвар пьют при болезнях печени, почек, при отеках. Он мягко выгоняет лишнюю влагу, осветляет кровь и возвращает телу живость. На Востоке считалось, что бессмертник уравновешивает стихии – огонь пищеварения и воду крови. В Казахстане и Монголии его называют цмином и добавляют к травам, очищающим печень после зимы. Его пьют весной, когда тело пробуждается, и нужна помощь, чтобы вернуть внутренний ритм. Настой горьковат, но с легкой медовой нотой, как жизнь после испытаний. Немного терпкая, но теплая. У монголов есть поверье, что эта трава защищает путешественников. Перед долгой дорогой вскипяченный отваром бессмертника брали с собой, чтобы солнце не оставило. На Кавказе и в горах Восточной Турции отваром бессмертника промывали раны, а чай пили при простуде и потере сил. Он считался утешающим, напитком для тех, кто долго болел или пережил утрату. Считалось, что он возвращает человеку вкус к жизни. В Китае растение не вошло в классическую фармакопею, но известно как сушеный цветок долголетия. Его добавляют в тонизирующие сборы. Считается, что он успокаивает жар сердца и помогает при тревоге. Современные китайские исследования действительно подтверждают: экстракт бессмертника улучшает функции печени и снижает сахар в крови. Таким образом, во всей Азии, от Турции до Китая, бессмертник воспринимают как теплую горечь, которая возвращает движение жизни. Он очищает не только тело, но и мысли, помогает отпустить усталость, помнить, но не застревать в прошлом. В азиатских травах вообще часто есть этот принцип: то, что горчит, исцеляет, а то, что сладко, укрепляет. И бессмертник стоит на границе между ними. Он – вкус света, который остался после испытаний. В новый свет бессмертник пришел поздно, вместе с европейскими травами. Его не знали древние цивилизации Америки. Здесь царили какао, кора хинного дерева, копал и агава. Но когда в XIX веке европейцы начали завозить средиземноморские растения, вместе с лавандой, розмарином и шалфеем в американские сады попал и бессмертник итальянский, и мартель.
Долгое время он оставался просто декоративным сухоцветом. Его любили флористы за то, что не вянет, сохраняет форму и цвет. Его называли everlasting – вечный цветок. И, возможно, именно отсюда началось новое осознание. В эпоху, когда все быстро стареет, людям снова понадобилось напоминание о том, что может сохранить свою сущность. Во второй половине XX века бессмертник заново открыли парфюмеры. Французские лаборатории Корсики начали дистиллировать его эфирное масло. И оказалось, что это не просто аромат, а мощный кожный регенерант. Масло бессмертника вошло в легендарные формулы. Оно помогает при шрамах, ожогах, куперозе, восстанавливает ткань. В ароматерапии его называют маслом от синяков, телесных и душевных. Когда масло попало на рынок США и Европы, оно стало золотым трендом натуральной косметики. Все, что связано с бессмертником, теперь ассоциируется с восстановлением, памятью и светом. В антивозрастных кремах он символизирует регенерацию. В ароматерапии – умиротворение после боли. В медитациях – возвращение к внутреннему теплу, к золотому центру, который не тускнеет даже в бурю. Интересно, что на Западе бессмертник стали связывать и с психоэмоциональными процессами. Его называют ароматом исцеления травмы. Когда эфирное масло наносят на кожу или вдыхают, оно будто размораживает внутренние застывшие чувства. В ароматерапевтических практиках говорят, что он помогает прожить старую боль и освободить пространство для нового дыхания. И если раньше в Греции бессмертник посвящали солнцу, а в Африке – духом предков, то в современной культуре он стал мостом между телом и памятью. Он напоминает, что даже после тяжелых событий в человеке остается что-то нетленное, частица внутреннего света, которая ждет, когда ее снова увидят. В Америке на волне уэлнес-движения бессмертник вошел во все. Травяные эликсиры, медитационные свечи, ароматические роллы. Его дистиллируют на маленьких фермах, делают гидролаты, которые используют как тоники, спрей для дыхательных практик, воду памяти. Сегодня бессмертник – это уже не просто трава. Это язык света и стойкости, переведенный на современный язык ухода за собой. Через запах, через кожу, через дыхание он возвращает человека к простому. Все живое стремится к свету, и в этом его бессмертие. Под жарким солнцем Австралии родился бессмертник прицветниковый Cerochrasum bracteatum на открытых равнинах, где в воздухе пыль и соль ветра. Там, где другие растения обгорают, этот цветок остается сияющим, золотым, оранжевым, розовым, пурпурным. Его лепестки на самом деле не лепестки, а сухие прицветники, тонкие, шелестящие, словно сделанные из воска или света. Поэтому даже высохнув, он не увядает. Его цвет сохраняется месяцами, и кажется, будто время обходит его стороной. Когда европейцы впервые увидели этот цветок в конце XVIII века, они отнесли его к роду Helichrysum, к семейству бессмертников, ведь он тоже был вечным. Так появилось название Helichrysum bracteatum – бессмертник прицветниковый. Но время шло, и наука стала видеть глубже. Когда ботаники изучили микроструктуру и ДНК растений, оказалось, что этот вид особенный, он стоит немного в стороне от своих братьев. И его выделили в новый род – Xerochrysum, что по-гречески значит «сухое золото». Теперь его официальное имя – Xerochrysum bracteatum, но по сути он остался тем же самым вечным цветком. Иногда растения, как и люди, выходят за пределы старых имен, чтобы стать собой, но не теряют связи с корнями. Этот цветок быстро завоевал мир. В XIX веке в Европе он стал символом вечности и благодарности. Из него делали вечные букеты, композиции, которые не теряли цвета всю зиму. Им украшали дома, алтари и письма на память.
В Австралии же он стал цветком возрождения. После лесных пожаров именно он первым поднимается из пепла, покрывая землю золотыми пятнами. Его сажают возле памятников и мемориалов, в знак того, что память живет, и жизнь возвращается даже после огня. Этот бессмертник перешел из дикого мира в человеческий, из степей и скал, в сады, в букеты, в память о близких. Он стал мостом между природой и культурой, между цветком и символом. Австралийский бессмертник несет энергию благодарности и завершенного цикла. Он напоминает не о боли, а о радости, о том, что было прожито и сохранено. Если другие бессмертники говорят о стойкости, то этот о принятии, о теплой и спокойной радости бытия. Его лепестки шелестят, как бумага, но в каждом из них маленькое солнце. Он не пахнет, но излучает тепло. Цветок, который не умирает, потому что хранит благодарность. Когда мы вдыхаем запах бессмертника, что-то в нас замирает. Этот аромат не зовет, как жасмин, и не успокаивает, как лаванда. Он звучит глубоко и спокойно, словно воспоминание, которое жило в теле давно. У него особая вибрация, сухое тепло, аромат силы, прошедший сквозь время. Он напоминает о стойкости, о том, что можно пройти через огонь и не потерять себя. В ароматерапии бессмертник называют ароматом памяти и исцеления травмы. Он помогает, когда человек устал быть сильным, когда сердце закрывается, а тело хранит следы прожитых бурь. Его мягкий, чуть медовый аромат словно достает изнутри застывшие чувства, не ломая, не вытягивая, а растворяя их теплом. Он учит не бороться, а присутствовать, не стирать память, а смотреть на нее спокойно. Потому что память – это не боль, это форма света, который остался после испытаний. Если работать с ним вдыханием, он словно осаждает ум, замедляет внутренний диалог, помогает услышать, что происходит глубже слов. В этот момент тело вспоминает, что покой – это не отсутствие движения, а возвращение к своему ритму. Бессмертник несет энергию золотого центра, солнечного, но не ослепляющего света. Это архетип внутреннего солнца, той силы, которая не гаснет, даже когда кажется, что все вокруг погружено во тьму. Не случайно во многих традициях он связывался с бессмертием души, с памятью рода, с дорогой между мирами. Он как дыхание, которое остается, даже когда слова исчезают. На психологическом уровне этот аромат помогает отпустить внутреннее напряжение и горечь, прожить старые воспоминания без боли, вернуть контакт с телом и ощущение «я есть», мягко восстановить энергию после истощения, потерь, шока. Он особенно полезен, когда человек чувствует себя высохшим изнутри, когда кажется, что жизнь потеряла вкус. Бессмертник возвращает вкус. Не как возбуждение, а как тихую радость существования. И в этом его подлинное бессмертие. Он не обещает вечную жизнь, но напоминает о вечном свете, который есть в каждом живом существе. Дальше немного о моем опыте взаимодействия с разными формами бессмертника. Абсолют бессмертника иммортель – это концентрированная форма растения, в которой аромат становится почти осязаемым. Он плотный, густой, с медово-травяными оттенками, нотами табака, сухого сена и солнечного тепла. Это не запах свежести, а запах времени, того, что уже было прожито и стало опытом. На уровне бессознательного этот аромат связан с опытом навязанных форм и утраты внутренней свободы, с моментами, когда человек жил не по собственному ритму, а под влиянием чужой воли. Он помогает постепенно распознать такие следы, снять с них напряжение и вернуть телу ощущение собственной оси. Лично я ощущала это буквально. Сначала как напряжение вдоль позвоночника, а когда вынесла это в рисунок, ощущение начало разворачиваться в тепло,
в мягкое движение тока вдоль спины, как пробуждение внутреннего стержня. Через это возвращается дыхание, глубокое, спокойное, естественное. А вместе с ним приходит чувство, что жизнь снова принадлежит тебе. Абсолют бессмертника работает тихо, но его действие остается надолго. Он не толкает к переменам, он просто создает пространство, в котором можно быть собой. Это аромат восстановления внутреннего равновесия, момент, когда человек перестает быть реакцией и снова становится собой. Мадагаскарский бессмертник. Это особенный вид бессмертника. Его аромат не похож ни на один другой, свежий, чистый, почти воздушный. В нем слышится дыхание эвкалипта и горного ветра. Когда вдыхаешь его, кажется, будто сам воздух становится плотнее, входит в легкие и очищает изнутри. А потом уже через несколько мгновений аромат раскрывается мягко. В нем появляется тонкая сладость, солнечность, тепло. Эта смена ощущений похожа на пробуждение, как будто сначала из человека выходит застоявшийся воздух. Все, что было давно мертвым, недышащим, а затем приходит новая волна. Свежесть, легкость, живое движение. На уровне бессознательного этот аромат связан с состояниями, где жизни не хватает воздуха, где исчезло чувство радости, где отношения между людьми стали формой без тепла. Он резонирует с коллективной усталостью, с тем, что происходит, когда любовь перестает течь, а порядок и правила занимают место живого общения. Запах рамбиозины несет не просто свежесть, он возвращает движение любви, той силы, которая способна оживить замерзшие чувства, похоронить старое и превратить боль прошлого в основу для новой ступени развития. Это аромат обновления и дыхания. Он очищает не через силу, а через легкость, как ветер, проходящий сквозь сердце, чтобы напомнить, жизнь все еще движется, если позволить ей дышать. Гидролат бессмертника песчаного с ладаном. Этот гидролат создан мною вручную, из цветков бессмертника песчаного и смолы ладана. В нем соединяются земля и дух, тело и дыхание. Аромат получился удивительно легким, похожим на мадагаскарский бессмертник, но еще более прозрачным, воздушным, будто в нем уже нет веса прошлого. На уровне бессознательного этот гидролат помогает интегрировать опыт тяжелых событий, то, что осталось в теле после пережитых страхов, навязанных состояний, чужой воли, всего, что когда-то лишало опоры. В глубинных слоях психики такие состояния часто проявляются как древний инстинкт – «замри или беги». Это реакции выживания, которые когда-то спасали, но теперь мешают жить. Аромат бессмертника с ладаном мягко переводит эту энергию в движение. Он помогает преодолеть внутреннее сопротивление, выйти из оцепенения и начать дышать свободно. Это состояние, когда страх перестает управлять, а внутреннее пространство наполняется присутствием и ясностью. Такой гидролат полезно использовать в моменты, когда ощущается застревание или когда человек становится слишком уязвим, легкой добычей для чужих влияний и манипуляций. Его аромат возвращает способность чувствовать границы, но без жесткости. Он помогает сохранять осознанность, спокойную, теплую, устойчивую. Это аромат, который соединяет дыхание земли и дыхание духа. Он не борется со страхом, он делает пространство, в котором страх больше не нужен. Есть ароматы, в которых слышно не только растения, но и время. В парфюмерии бессмертник звучит именно так, как память о солнце и земле. Он приносит в композицию теплый медово-травяной свет, сухие стебли на солнце, легкую карамельность, тень табака, восковую мягкость. Это не про легкость, а про устойчивое, телесное тепло, ощущение света, задержавшегося на коже. И мартель обычно получают из хелихризум и таликум. Его звучание многослойно. Сначала травяная горечь с пряной шафрановой гранью,
Затем проступает янтарная сладость, вроде меда и сухофруктов, а в глубине раскрываются табачно-смолистые и восковые оттенки. В композициях эта нота словно сшивает края, придает объем и шлейф, удерживает форму аромата и делает тепло читаемым. Когда парфюмерия пыталась поймать образ юга – сухие холмы, соль, горячий камень, травы. Именно бессмертник стал его кодом. С ним запах обретал солнечную плотность, а не летучую свежесть. Рядом с лавандой и шалфеем он дает ощущение воздуха. С кедром и сандалом – тела и текстуры. Со смолами – глубины. С ванилью и тонкой, мягкого свечения. С цитрусами – прозрачного света на входе. Его карамельно-медовые грани подтолкнули нишевую парфюмерию к солнечным гурманам. Сладость не десертная, а созревшая, будто пришедшая после долгого пути. Так появились композиции, где кожа прогревается медом, табак звучит курагой, а амбра – поджаренным сахаром. В кожаных, амбровых и табачных темах иммортель сглаживает углы и добавляет светлое, почти восковое тепло. Смолы становятся пластичнее, кожа теплее, а итоговый образ более телесным, без тяжелого дыма. У каждого дома своя интонация. В Сабеланик – гуталь. Иммортель звучит как сухое солнце с поджаренным сахаром. У Серж Лютанс. Иммортель – декорс. Это корсиканская пряная сухость. Диор Онуар он соединен с лавандой и дает травяную теплотой с лакричной тенью. Парфам Дампир, фужер Бенгаль показывает фужер с теплой табачно-смоляной глубиной. Ателье Колон, Бланш Иммортель предлагает светлую, прозрачную интерпретацию. У Локситан Буэ де Мартель, древесно-смолистый профиль с солнечной горечью. Сегодня иммортель часто используют как структурную ноту тепла, чтобы придать характер бессиропной сладости и создать ощущение света после заката. Того самого мягкого сияния, которое связывает начало и шлейф. Нота уверенно живет в унисекс-формулах – амбровых, кожаных, табачных и солнечно-гурманских композициях. Иммортель – про принятие прожитого. Он помогает помнить без боли, сохранять форму себя, когда вокруг меняется все. Это не ностальгия и не восторг, это спокойное тепло, которое остается. В нем слышна не только трава, но и свет, который задержался под кожей. Бессмертник – это не просто цветок. Это дыхание земли, которое помнит. Он растет там, где, кажется, ничего не может жить. И все же цветет. Золотым светом, словно напоминая «жизнь сильнее забвения». В Средиземноморье он впитал солнце, стал ароматом света и тепла. В славянских степях – землю и терпение. В Израиле – кровь и память. В Африке – дым и дыхание предков. На Мадагаскаре – прозрачный воздух. В Азии – горечь, очищающую душу. А в сердце человека – благодарность. И все эти голоса соединяются в одном – в умении сохранять свет, даже когда все остальное проходит. Бессмертник не обещает вечной жизни. Он просто напоминает, что в каждой жизни есть нечто вечное. Свет, который не гаснет. Запах его не сладкий, не яркий, а тихий, теплый, как память. Когда вдыхаешь его, внутри становится спокойно, словно ты снова дома, в пространстве, где можно просто быть. Он учит не забывать, но и не держаться. Учится жить не в прошлом, а в присутствии. Бессмертник – это форма благодарности миру. И может быть именно в этом бессмертие. Не побеждать время, а позволить свету жить дольше нас.